Уважаемые зрители, приветствуем вас на дебютном выпуске нашего отдела «Не про хайлайты». Им станет интервью, в котором мы постараемся дать вам более обширное представление личности восходящей звезды танкового киберспорта Актимель. На микрофоне Фьючи, поехали. Привет. Давай начнем с тебя, как в первую очередь с человека. Что ты из себя представляешь в реальной жизни? Привет, привет. Зовут Олег, живу в городе Саранск, учусь, мне 19 лет. Хорошо, теперь мы знаем немного больше о тебе настоящем, но мы же танкисты, а разве нам интересен внешний мир? Пора углубиться в твою внутриигровую биографию. Поведай нам о том, как ты познакомился с танками онлайн. В году 16 ВКонтакте увидел в рекомендациях эту вкладочку, решил как-то зайти, поиграть, и так вот затянулось. Через какое-то время ты уже окончательно освоился в игре, что произошло на более осознанном этапе твоего погружения в мир танков. Это будет некий блок, посвященный матчмейкингу. Раньше играл довольно много в пробитвы, был на разных серверах, где собирались по вечерам. Играли всякие закрытки, полигоны, ХЖВЖ, там, ХРВР и всякие арены там и прочее. Через какие известные матчмейкинговые теги ты успел пройти до этого момента? Ой, на самом деле было много тегов, в которых я участвовал. Ну, мне даже, если честно, было не принципиально, где находиться. Главное, чтобы была хорошая компания, и с кем было нормально провести время. А так, в известных тегах я был. Это Блицы, Уф-Уф, Столомах был. И вроде бы все. А можешь выделить топ-3 сильнейших тегов в ММ на данный момент? Да, наверное, это ДМСР. Это, наверное, босс. Ну, босса, наверное, да. И какой еще нормальный тег есть? ЕБшники не играют сейчас. Ну, допустим, это боссы и... ну пусть будут к столомы какие-нибудь. А Или кого это бы... 1, 2, 3. Беги ты. Кого бы ты назвал сильнейшим игроком в матчмейкинге на данный момент? Если можешь выделить конкретную группу, то назови их ники. Сильнейшего игрока я не знаю, кого назвать, но могу сказать... Могу назвать одного человека, который хорошо отличается в матчмейкинге. Человек играет на ОП, у него уже там, наверное, легенда 500. Ник у него Рухо. Находится в клане Пейн, Мгм. вроде бы как, если мне не изменять память. Когда ты взял свой первый топ-1 недели по опыту? Наверное, это было в году 19, как раз, наверное, на летних каникулах. Это было ХЖВЖ. За 3 дня я набил по опыту лям 400. По кристаллам там тоже в районе миллиона было. Наверное, тогда. Знаю, что это, возможно, больная для тебя тема, но вот какими еще никами ты играл ранее? Быть может, кто-то, знающий тебя лишь под старой его версии, поймет, что это один и тот же человек. Известные ники, наверное, это... Самый первый мой никнейм это Красный Белый 1. Это просто легендарный никнейм. Потом, наверное, никнейм Серьезный Чел. Тоже под ним запомнился. И вот, наверное, Актимель. Вот эти вот топ-3 ника, наверное, Мгм. которые меня хорошо запомнили. А почему Актимель? Не знаю, на самом деле это даже не я ник придумал. Сидели как-то с другом, я себе просто выбирал ник. Выбирали с разных компаний каких-то там, и вот пришли по итогу к такому нику. А своего йогуртного товарища Активия ты привел в киберспорт? Есть ли кто-то еще, кроме него, с Несквик из этой серии? А, На самом деле нет. С ним пересекались так, там тоже были общие сервера. Так он меня там спрашивал про киберспорт, я ему там немного помогал. А так всего он, наверное, добился сам, без моих каких-то усилий. Да, есть еще ник Данон. С ним лично не знаком, но встречался с ним в катках в матчмейкинге. Еще есть ник Milky Way. Тоже с ним лично не знаком, но встречал. Какой сетап ты используешь для игры в ММ? Раньше использовал Паладина Жига, Паладина Тесла. Сейчас вот использую Crusader Striker. Мне время нравится.
Считаешь ли ты его наиболее оптимальным для результативной игры и можешь ли выделить что-то еще? Ну, на самом деле не считаю. Можно показывать хороший результат на всем. Главное иметь прокачанный гараж и иметь хорошее устройство. Да, тебя того времени наверняка уже можно назвать профессиональным игроком. Вероятно, тогда ты начал задумываться о вступлении в какие-либо киберспортивные команды. Когда ты вообще начал интересоваться танковым киберспортом? Как и на основании чего ты принял решение попробовать себя в нем? С чего начиналась твоя карьера? Так, про киберспорт. На то время я вообще, если честно, не думал, что я буду играть в какой-то команде. Так, может быть, я раньше наблюдал за какими-то командами, интересовался. А в сам киберспорт меня привел старый знакомый, Ночной Волк, он же Little Hope. М, Вот, собрали мы первую там команду, Team Sauna называлась. Забрали 4-2 в РМР. И как-то так. У тебя были какие-либо кумиры из игроков, на которых ты изначально ориентировался и за кем следил? На самом деле нет. Я почти ни за кем не наблюдал. Просто нравились некоторые игроки из команды Team Pointers, как играли. Тот же Леня Мал показывал хорошую игру. Лавсик тоже. Как они вот по мне хорошие игроки были. А у тебя всегда был фокус на роли паладина, или ты успел катать и другие позиции? Нет, я вот сразу как пришел, сразу же взял паладина. И вот оставшееся время на нем играл. И продолжаю играть. В какой-то момент ты начал съедиться на более высокоуровневой сцене. Кто тебя заметил и пригласил попробовать тебя в одном ряду с куда более именитыми соклановцами. Заметил меня Юра, это который гангстер. Позвал меня на ТКВ. Команда как раз называлась Кулдауны. Я в ней отыграл мажор. Забрали мы топ-16. Выиграли краску Гладиатор. Заметил ли ты какие-либо изменения в структуре игры команды при переходе к более профессиональной сцене? Подходят ли игроки здесь более ответственно к тренировкам или наоборот позволяют себе уделять меньше времени им? В кулдаунах у нас произошла неприятная ситуация с игроком зачем-то. Его отстранили на тот момент на 6 месяцев. И мы продолжили играть в турнир в шестером. И так как у некоторых там была работа, ситуация с Украиной тоже не позволяла в каких-то моментах играть ТКВ. Находили моменты, вот, когда у всех все было в порядке, выходные, тогда играли ТКВ. А в более сильной команде там подход, конечно, к ТКВ и к разбору, это, конечно, находится на более высшем уровне. Видишь ли ты прогресс в собственной игре по ходу повышения планки команд? Отражается ли приобретаемый опыт на игре патчмейкинге? Насчет себя ничего не могу сказать. Играю как играю. Со стороны это, наверное, другим лучше видно, прогрессирую или нет. А отражается это за счет матчмейкинга? Ну, думаю, да. Думаю, да. Но вот именно сейчас ты выстрелил особенно, попав в основу Red Notice. Изи компания лично мне известна весьма... Ай, ладно, только попробуй еще что-то включить. Но вот именно сейчас ты выстрелил особенно... Но вот именно сейчас ты выстрелил особенно, попав в основу Red Notice. Изи компания лично мне известна весьма узким кругом знакомств с высокими требованиями к игрокам, из которых они командой строят. Как тебе удалось попасть в круг интересов Булата? Расскажи немного о знакомстве с ним, о попадании в окружение столь знаменитых игроков. Отличается ли Red Notice от коллективов, в которых ты играл ранее? А, Насчет знакомства. Я даже на тот момент его не знал. Встречались мы на двухсторонках у Джонаса. Пересекались там, играли двухсторонки. А, Решил я оставить заявку. После второго РМР мы собирались идти со знакомыми в команду нокауты. Там уже собирался состав. И в последний момент мне написал Булат и пригласил поиграть в ТКВ. Вот как-то так. И с ним познакомились. Да, думаю, отличается. Тут игроки
более ответственно относятся к ТКВ, разбираем ошибки после, можно сказать, каждого ТКВ. Твое окружение было удивлено таким трансфером с твоей стороны? Ну, кто-то, может быть, удивился, а кто-то не придал этому значения. Присутствует ли ощущение того, что ты стал действительно крупной фигурой в киберспорте? На самом деле еще нет, потому что нужно сыграть как минимум РМР и отыграть мажор, а потом уже будет видно. Судить будут уже другие игроки, которые больше меня находятся в танковом киберспорте. А уже доводилось мысленно примерять на себя кислоту или чемпион? А, Нет, нет. Чувствуется ли какой-то недостаток опыта? Да, на самом деле недостаток опыта присутствует. Это все разбираем, делаем выводы, и с каждым ТКВ мы, наверное, более становимся сильнее, сыгрываемся. Насколько мне известно, ты до сих пор играешь на позиции паладина. В составе Родноти числится такая крупная фигура среди игроков на этом корпусе, как Блейм. Как вы с ним решили вопрос столкновения ролей? Насчет Блейма, ему просто надоел этот корпус, и он еще, наверное, на других РМРах хотел пересесть на какой-то другой корпус. Вот в этом РМР, вот в этом РМР он будет отыгрывать на Аресе, уже тренируется. Э, А я забрал, получается, паладина. Вот мы и добрались до настоящего. Какие ожидания ты возлагаешь на выступление в новом коллективе? Стоит ли ждать, что ты задержишься в нем на мажор? Да и в общем, что дальше? Не знаю, будем стараться брать 4-0. Если получится, будет хорошо. Если нет, попробуем забрать 4-1. Как-никак нужны очки на мажор. А насчет того, задержусь ли я в этом коллективе на мажор, не знаю, ничего не могу сказать. Будет зависеть, как мы сыграем этот РМР, а дальше будет видно. Как говорится, время покажет. Если после квалификации пригласят Diamonds, пойдешь? А, Но если бы было такое приглашение, то, возможно бы да, невозможно бы точно, но так как у них там есть паладин, который, возможно, даже на голову выше меня, э, и full актив, то, думаю, такого не произойдет. А выбирай между Рикошетом и Вулканом, чему отдашь предпочтение? Наверное, рикошет, потому что с вулканом я не играл, когда были другие РМР, когда использовалась мета с диктатором и вулканом. Так что, наверное, будет рикошет. Что ж, теперь наши зрители явно узнали тебя получше. Напоследок поведай нам о том, что все это время удерживало тебя в киберспорте и позволяло не бросить участвовать в нем. Дай какие-нибудь рекомендации игрокам, начинавшим свой путь в соревнованиях в то же время, что и ты, но пока не достигших подобных высот. Да и в целом, что бы еще ты хотел сказать из того, чего мы еще не коснулись? Может, передать кому-нибудь привет? Что меня удерживает в киберспорте? Ну, наверное, тут появились свои интересы, так как матчмейкинг для меня стал уже не особо интересным. А что бы я хотел посоветовать начинающим игрокам? А, Ну, ребята, играйте в матчмейкинг, забирайте недельные топы, оставляйте заявки на танки спорт, вдруг вас кто-то заметит и решит пригласить на ТКВ. А кому бы я хотел передать привет? Привет передам Константину. На этом, наверное, все. Спасибо за интервью. И Спасибо.